Привет, YouTube, и это рубрика «НИИ Бизнес». И сегодня новая порция ваших историй об обмане и мошенниках. В этом выпуске я расскажу о двух самых популярных разводов сайтов знакомств, о том, почему за призы и подарки приходится платить, и о том, как бренды из Instagram продают футболки за славу. И я напоминаю, вот этот Telegram-бот, вы всегда можете в него написать историю развода, которая произошла с вами. Ну а мы сделаем об этом выпуск. Ну а так как ролики сейчас выходят не по графику, чтобы ничего не пропустить, очень советую нажать на колокольчик и подписку на канал. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Сейчас развелось огромное количество онлайн-школ английского языка. Есть проверенные и известные всем крупные школы с достаточно прозрачной политикой, а есть небольшие локальные заведения, которые предоставляют свои услуги обязательно с каким-нибудь подвохом. Вот, например, школа английского языка, у которой в Instagram 13 тысяч подписчиков, устраивала розыгрыши бесплатного обучения. И одной из моих подписчиц не повезло. Она выиграла. Все началось с контекстной рекламы. Я искала курсы английского языка, и мне выскочил розыгрыш года бесплатного обучения английским языком. Мне просто перезвонила девушка. Говорит, что я выиграла 3 месяца обучения английским языком. Пошла на следующий день, и потом начал говорить про стоимость. Говорит, ну вы же обучаетесь маркетингу, вы должны понимать, что ничего бесплатного не бывает, и вы получите вот эти вот свои 3 месяца, только купив вот курс. Тут же менеджер начинает сходу заполнять победительнице вот такую Филькину грамоту на розовой картонке. Сертификат. Обратите внимание, написано: приобрела обучение на 9 месяцев. Мало того, что ни слова о выигрыше, так уж сразу приобрела. Ну а дальше на мою подписчицу насели всем офисом и начали обрабатывать. Я когда увидела, сколько стоит их одна ступень, 24 тысячи, у меня сердце в пятках шло, потому что я не работаю, я только учусь. И как я их заплачу? Можно я вообще приду завтра? Мы это все обсудим, я еще с семьей посоветуюсь. Мне сказали: нет, думайте тут. Вот у нас там диванчики мягкие, садитесь там, думайте. На меня так насели, что мне стало страшно. Вот серьезно. Я снова повторила о том, что не смогу оплатить такую большую сумму. Мне сказали: ничего страшного, у нас есть рассрочка. Рассрочка меня убедила. Но в итоге оказалось, что это кредит. Почитав отзывы, почитав договор с этой школой в кавычках, мне стало обидно и больно, когда я увидела, что 24% годовых, 24% за перевод наличных средств, выпуск кредитной карты, потребительский кредит, договор на оказание услуг, то есть это не обучение. У меня ноги подкосились, и просто мир ушел в небытие. И девушка под этим напором подписалась на кредит с бешеным процентом. И смотрите, как все хитро устроено. Я зашла на сайт школы и реально убедилась, что цены просто адовые и абсолютно непонятно за что. Да, 14 тысяч за месяц обучения или 42 тысячи за 3 месяца. А дальше тут написано: дорого. Нажимаете сюда. Следом я вижу анкету и возможность выиграть год бесплатного английского. Заполняю и перехожу по ссылке, чтобы ознакомиться с условием акции. А тут уже написано, что акция действует до 31 марта. Странно, что ее не убрали. На дворе-то конец мая. То есть акция уже не действительна. Но после отправки формы я получила сообщение: в случае выигрыша менеджер свяжется с вами и пригласит для получения подарка. В рамках розыгрыша мы разыгрываем и другие подарки. Короче, акция длится нон-стоп. И я даже не удивлюсь, если мне скоро позвонят. Так вот, если перейти к условиям акции, то можно выяснить, что же там за подарки нам обещают. Во-первых, мы с вами выясняем, что год английского выигрывает каждый 1000-й студент. Ну а во-вторых, что в пределах 1000 участников также разыгрываются гранты на обучение в подарок подобранной программе. Вот и разгадка. Менеджер вам подбирает платную программу, только тогда вы получаете свой грант. Какой, как и на каких условиях — непонятно. На этом информация заканчивается. Но мы уже знаем ответ. Вам втюхают кредит под 24% годовых, и избавиться от него будет непросто. А еще этот кредит не только за фактические уроки, но и просто за то, что ты сотрудничаешь с их школой. Каждый день рубль в копилку. В понедельник мы к ней пришли расторгать договор. Как оказалось, мне не вернут еще с учетом вычета учебника и там скольких-то дней сотрудничества, 1,5 недели. И это нигде не было написано, что за дни сотрудничества они тоже взимают плату. Когда мы там были, мы отговорили 2 девушек от сотрудничества с ними. Услышав эту историю, что на самом деле там разводят на кредит, одна женщина даже закурила. Я не осуждаю ее, я ее понимаю. И я заинтересовалась, это единичный случай развода или целый конвейер? Оказалось, что эта школа только и делает, что занимается агрессивными продажами нулевых знаний. Судя по отзывам, схема на всех одна. Но вот честные отзывы обманутых людей повсеместно блокируют. На каждый негативный комментарий, где люди были недовольны политикой курсов, школа выставляла претензию сайту с отзывами. И людям, чтобы сохранить свою жалобу, приходилось списываться с администрацией и подтверждать свою честность. Многих просто банили. А потом я наткнулась на отзывы бывших работников компании. И вот тут стало интереснее. Как оказалось, эта школа переименовалась и в прошлом носила название Speak Up. А Speak Up —
Это самый знаменитый лохотрон среди школ. Количество судебных процессов у них просто зашкаливало. А после такого зашквара курсы открылись снова, с новыми реквизитами и названием. И теперь они уже внимательно следят за своей репутацией в интернете. Поэтому подчищают отзывы. Ну а бывшие сотрудники откровенно сливают, что школа не дает знания, а просто втюхивает кредиты по холодному обзвону. Это их главная цель. Даже если кто-то готов был дать наличку, они тут же отказывались. А самих работников учат разводить и только разводить. Словом, не школа, а раздача кредитов. Сколько еще таких школ у нас висит в интернете? Страшно представить. После этой истории советую вам читать условия не только кредитов, договоров, но даже подарочных сертификатов. Ну, а то мало ли что. Друзья, предугадываю сейчас ваши комментарии, откуда рубашечка, откуда футболочка. Под видео я всегда оставляю ссылочки, откуда у меня вещи. Иногда развод приходит, откуда не ждали. Многие из вас жаловались мне на сайты знакомств. И я выбрала 2 самых популярных развода, о которых вы просите рассказать. Один для девочек, другой для мальчиков. Так вот, как оказалось, девочек заставляют платить за подарки, а мальчиков за голодных девочек. А теперь подробности истории от первого лица. История произошла на сайте знакомств TopFace. Написал мне Андрей Моряк. И через пару сообщений буквально попросил перейти именно на электронную почту. И тогда мне это показалось странным, поскольку все пользуются мессенджерами, соцсетями. Странно было то, что на мои вопросы в письмах он не отвечал, а шел как будто по заготовленному сценарию. Буквально через 10-15 сообщений он сказал, что прибыл в порт в Санкт-Петербурге, поэтому хочет мне сделать подарок. Необходимо будет мне платить только буквально доставку. Я, в принципе, была не против. На следующий день мне пришло письмо на почту с кодом подтверждения. На следующий день после письма на почту пришло смс на телефон с просьбой оплатить доставку. Доставку нужно было оплатить, это где-то 80 белорусских рублей, это $40. А $40 необходимо было перевести на российскую карту. В интернете информацию вбила просто текст сообщения, и сразу мне выдался форум, где очень много людей, девушек, которые пострадали от таких мошенников типа Андрея из Минска. Я тоже зашла в интернет и обнаружила, что у каждой второй на сайте знакомств был свой моряк. Один просил 200 евро, другой 100 рублей. А одна женщина наткнулась сначала на одного моряка, потом следом на второго. Такая морская болезнь какая-то. И все писали по одному романтическому скрипту. А потом обещали посылку с платной доставкой и терялись в Бермудах. Наверняка это какой-то бот для выкачивания денег, или же все пишут с одного разводящего корабля. Поэтому, девочки, моряки отменяются, пусть дальше плавают. Настоящие моряки, если вы меня смотрите и сидите на сайтах знакомств, знайте, что вам уже подпортили репутацию мошенники, поэтому вам придется несладко. Ну а теперь о разводе для парней. Недавно ко мне обратилась моя подписчица, еще до карантина она искала работу и наткнулась на вполне себе подходящее объявление. В кальянную требовалась хостес. Зарплата и график были удобными, и девушка договорилась на собеседование. Я пошла на собеседование в назначенное время. Что меня сразу смутило, так это внешний вид кальянной. Он не соответствовал тем фотографиям, которые были в интернете. За большим столом сидело много девочек, которые, видимо, уже прошли собеседование и ждут дальнейшего этапа, дальнейших действий. Меня тут же пригласили в комнату, где сидело 2 молодых людей. Они говорят: ты регистрируешься на сайте знакомств, будь это Баду или другой сайт, находишь мужчину, вступаешь в диалог, после недолгого общения зовешь его посидеть куда-нибудь. И, конечно же, выбираешь наш лаунж-бар. С каждого клиента по 1500 рублей и процент с чека, на что вы поели. А можно и на маленькие, ведь минимальный чек у них 5-6 тысяч рублей. Я, конечно же, сказала им спасибо, но я таким заниматься не буду. И вот эту работу предлагают на сайтах с вакансиями. А народ в интернете пишет, что это кальянная, сплошной развод. Как оказалось, эта схема с кальянами проверенная. Старая, добрая, как мир. Ей пользуются многие кальянные. Причем они напирают на психологию. Мужчина приходит с девушкой, не хочет показаться мелочным и сходу заказывает кальян, не взглянув в меню. Все делают так заказы еще и потому, что знают, что кальян и орешки, не будут стоить безумных сумм. Но потом выясняется, что чек получился в ползарплаты. Москвич хотел провести незабываемый вечер с девушкой, а в итоге надолго запомнил лишь счет, который выставили в одной из столичных кальянных. За возможность подымить в полуподвальном кафе попросили 9000 рублей. Кувшин мохито и фруктовая тарелка к кальяну автоматически прилагались, правда, не бесплатно. Вот чек, который принесли Славе, итоговая сумма 12 500. Здесь промышляет мошенническая схема. Девушки знакомятся на сайтах знакомств, приводят сюда молодых людей, и потом с них здесь трясают огромные деньги. И кальян на Арбузе стоит 13 тысяч больше. 13 тысяч я за него не отдам. Нет? Сколько кальян стоит? А кальянчик может стоить 5, 10, 12 тысяч рублей и так до бесконечности. Все же на проценте с развода сидят. Всем зарплату надо платить. И многие мужчины в конце даже не понимают, что их развели. Они просто думают, что в кальянной было слишком дорого. И распознать такую кальянную непросто. Некоторые пишут, что таким обычно промышляют низкопробные подвальные заведения, где не предлагают меню, где нет кухни, где нельзя посидеть с минимальным заказом. Например, просто заказав чай. Там не выдают чеков и не платят налогов. Вся кальянная – сплошной обман клиента. Но если заглянуть
взглянуть на фото кальянной, куда хотела устроиться моя подписчица, то все выглядит почти безобидно. Симпатичный дизайн помещения, цены в открытом доступе. Так и не скажешь, что разводят. Но если по кальянной это понять сложно, то можно легко проверить свою новую знакомую. Введите девушку с сайта знакомств в проверенное заведение или выбирайте место заранее сами. Потому что потом доказать факт мошенничества практически невозможно. Заказ же вы сделали по собственной воле, поэтому будьте бдительны. В прошлых своих видео я рассказывала об инстаграм-магазинах, которые обманывают либо тем, что присылают паль, либо просто не присылают заказ или же ставят бешеную наценку на китайские вещи. Но тут подъехал новый фееричный развод. Кодовое название «Стань нашим амбассадором, первым платишь ты». Об этом мне рассказала одна из моих подписчиц. Мне одного дня на мой рабочий инстаграм-аккаунт, я визажист и занимаюсь организацией фотосессий в Риме, и вот мне написали в директ одно сообщение с раскрученного профиля, прямо из Нью-Йорка и на английском языке, что вот мы выбрали именно вас среди всех, так как у вас очень красивые фото, нам нравится ваш стиль, и вот мы хотим вас пригласить как бренд-амбассадор таких марок, как Michael Kors, Armani и прочее, в общем, всякие лакшери-марки. Вот инстаграм-аккаунт самого магазина. Раскрученный профиль, качественные съемки и ссылки на статьи в газетах. Круто, подумала девушка и уже начала представлять себя частью этой большой компании. А всего-то надо сделать фотосессию с их продукцией. Мелочь, правда? Но вот цена одежды была очень даже приличной. $220 за футболку Пола. Это как бы 15 тысяч рублей. Нехило тогда. Все-таки хотела их еще проверить, и поэтому я зашла в Инстаграм, их профиль был указан в почте, и увидела, что в подписках есть моя знакомая. Написала той своей знакомой девочке, визажисту из Рима. Спросила, или она в курсе вот этой вот лакшери-фирмы, но она ответила, что ей писали тоже, и на почту ей выслали шаги, которые она должна сделать, чтобы как бы стать Royal Ambassador. И заключалось все в том, что она должна была купить те футболки $200, между прочим, и сделать видео и фото с ними, и рассказать, какие они классные, в общем. Чтобы вы знали, такие футболки продают индусы в Риме максимум за 5 евро. Она говорила, что пробовала как бы купить вот эту футболку, вставив ту опцию как бы Gold Ambassador, чтобы ей выслали те футболки бесплатно. Но фишка в том, что они все равно запрашивают данные с ее карты. И если у вас еще возникают сомнения, мол, может, этот магазин действительно очень крут, и его одежда стоит того, делаем простую проверку. Заходим на сайт и выбираем первую попавшуюся вещь. Вот, например, сумка, которая кажется нам, очень знакомой. Стоимость $160. Проверяем ее на Алиэкспресс и находим точно такую же за 514 рублей. Это примерно $8. Причем, заметьте, друзья, они даже не потрудились изменить фото. Тут и обувь с Алика, и бижутерия. И цена меня просто убила. 13 тысяч за дешевую подвеску. Тогда как на Алике она стоит 80 рублей. Что, простите? Также, зайдя на иностранные ресурсы с отзывами, я увидела оценку в 1 балл и рассказы про то, как в надежде стать представителем компании люди покупали дешевые футболки за неоправданно большие суммы и делали на них обзор. То есть мало того, что они купили дешевку с Алика, так еще и сделали этому магазину бесплатную рекламу. Прям бинго. И хотя в аккаунте этого псевдо-бренда аж 200 тысяч подписчиков, как мне кажется, они рассчитаны все же больше не на продажу людям, а просто на развод наивных инфлюенсеров в Инстаграм. Люди думают, что это шанс работать в крутом международном бренде, а на деле это шанс прорекламировать китайский шмот за свои бабки. Друзья, знайте, что ни один нормальный бренд, магазин, фирма не предлагает работу, за которую должны платить вы. Друзья, что ж, на этом сегодня все. Если вы вдруг не видели предыдущие выпуски, советую вам посмотреть. А мы прощаемся с вами совсем ненадолго, буквально до следующего видео. Пока-пока!